Самое время поделиться с вами необычным рецептом сытного и вкусного блюда. И первое, что нам для него понадобится, лук. Нарезаем одну луковицу полукольцами. Наливаем в сковороду немного оливкового масла и кладем нарезанный лук. Оставим все это ненадолго и приступим к следующему шагу. Берем 3 очищенные картофелины и нарезаем кружками одинаковой толщины. Дольки не должны быть слишком тонкими. Отправляем нарезанный картофель в сковороду к луку. Пришло время специй. Сначала обильно посыпаем будущее блюдо солью. После добавляем черный перец и вновь берем оливковое масло. На этот раз польем блюдо сверху и слегка его перемешаем, чтобы все равномерно распределилось. Приступаем к куриному филе. Нам понадобится 3 порции. Берем острый нож и нарезаем курицу достаточно крупными кубиками. Мельчить не стоит. Большие кусочки сохранят много сока. Секрет хорошей нарезки — острый нож. С ним все будет просто и быстро. У нас отлично получается. Осталось нарезать еще одно филе, и можно будет отправлять курицу к другим ингредиентам. Но прежде чем мы это сделаем, нужно посыпать ее солью, черным и красным перцем. Иными словами, в ход вновь идут наши любимые специи. Перемешайте кусочки руками, чтобы они вобрали в себя максимальное количество вкусов. Главное — делать это нежно и с любовью. В этом заключается основной секрет нашего блюда. Равномерно выкладываем кусочки филе на картофельно-луковую подложку. Половина пути почти пройдена. Совсем скоро мы приступим к приготовлению заливки, которая объединит все ингредиенты. Берем 2 яйца и разбиваем их в чашу. Делайте это аккуратно, чтобы скорлупа не попала в наше будущее блюдо. Сюда же выливаем 200 мл жирных сливок. Уверена, вы уже догадались, что за этим последуют специи. Помимо соли добавим в блюдо 1 чайную ложку карри и щепотку прованских трав. Это сделает соус невероятно ароматным и перенесет нас во Францию. Взобьем смесь вилкой так, чтобы яйца хорошо перемешались с другими компонентами. Нам нужно работать не хуже профессионального миксера, иначе ничего не выйдет. Готово, смесь стала однородной. Заливаем получившимся соусом лук, картофель и куриное филе. Согласитесь, это уже выглядит аппетитно. Чтобы влага не испарилась, а наше блюдо получилось сочным, накрываем его фольгой. Как следует прижимаем ее к сковороде и подгибаем края. На 40 минут отправляем в духовку, разогретую примерно до 230 градусов Цельсия. Это еще не все. Добавим немного ярких красок с помощью томата. Нарезаем его кругами, не очень тонко и не очень толсто. Оставляем ненадолго и переходим к сыру. Натираем его на терке средней величины. Нам понадобится примерно 1 чаша традиционного швейцарского сыра Грюйер. Если вам не удастся его найти, то можете взять любой твердый сорт. С помощью прихватки аккуратно достаем сковороду из духовки. Снимаем фольгу так, чтобы не обжечься паром. Пока блюдо не остыло, посыпаем его сыром. Так он расплавится и будет приятно тянуться во время еды. Последний аккорд — свежие томаты. С ними блюдо заиграет новыми яркими красками. Посыпаем томаты солью, чтобы они дали сок. Вновь отправляем все в духовку на 10 минут. Но на этот раз без фольги. Это позволит получить поджаристую запеченную корочку. У нас все получилось. Добавим мелко нарезанный зеленый лук, и можно приступать к дегустации. Картофель и курица отлично пропеклись и получились очень нежными. Они легко разделяются на кусочки без лишних усилий. Приятного аппетита!